Всем привет! GoPro представила новое поколение своей экшн-камеры Hero 7. Это доступная White, средняя Silver и топовая Black. Со старшей сегодня и познакомимся. GoPro заявляет, что сделали в ней очень крутую стабилизацию, так что посмотрим, как она снимает, да и вообще, какие новые функции в ней есть. Внешне это все та же GoPro-шка, в корпусе ничего особо не поменялось. Разве что теперь черная версия действительно черная, а не темно-серая. И появилось приятное на ощупь Soft Touch покрытие, оно мягкое и цепкое. Немного поработали и над меню, оно стало удобнее и обзавелось цветными иконками. Вот, например, заряд батареи показывает зеленым. Также добавили поддержку вертикального режима и возможность стримить на Facebook. Ну, это то, что касается мелочей, а теперь о главном, поэтому я представляю вашему вниманию топ-3 новых функций и режимов, которые появились в GoPro Hero 7 Black. И на третьем месте у нас режим суперфотка. Да, суперфотка. Да, его так и перевели – суперфотка. По сути, это обычный режим HDR, который увеличивает динамический диапазон снимка, убирает пересветы и добавляет детали в темные участки. Его можно включить или выключить. Поэтому вот несколько снимков до и после. Идем дальше. Номер 2. Это Time Warp. В этом режиме GoPro снимает отлично стабилизированное гиперлапс видео. В меню доступно ускорение от 2 до 1800 раз. И хорошо, что в каждом пункте подписано, какой длительности примерно получится ролик на выходе. Выбираешь 30X и сразу видишь, что 5 минут съемки дадут 10 секунд гиперлапса. Ну вот примерно как-то так он и выглядит. Причем все это мы снимали с рук, так что стабилизация в этом режиме действительно классная. Тут я вообще просто шел вперед с обычной скоростью, держа камеру перед собой, и все равно результат очень хороший. Особенно если учесть, что все это без всяких стедиков, штативов и прочих заморочек. Просто взял, прошелся за 5 минут и получил такой гиперлапс. И вот мы подобрались к самой топовой функции новенькой GoPro Hero 7 Black. Это новое поколение цифровой стабилизации, которое называется HyperSmooth. У семерки по-прежнему нет оптического стаба, все делается за счет кропа кадра и программной обработки, но результат действительно классный. Как только новенькая GoPro появилась в продаже, честно говоря, я был немного в шоке от всех этих крутых видосов, где люди летели через лес на байке, по кочкам, бревнам, камням, а картинка просто плыла. Было такое впечатление, что человек летит отдельно, а байк сам снизу себе колбасится. Потом камера приехала к нам. Ну, как к нам? Сначала, конечно, к нашему оператору Диме, и он, недолго думая, взял ее с собой и покатался на гироборде. Ну, а почему нет? Потом я прихожу к нему, забираю у него, собственно, GoPro-шку, ругаю за то, что катался без меня на гироборде, и смотрю видосы, которые он наснимал. И понимаю, что все, что я видел в сети, правда, то есть стабилизатор отличный. Понятное дело, что у GoPro сейчас полно конкурентов, поэтому я не берусь сказать, что стабилизатор самый лучший, тут уж нужно сравнивать. Но то, что он на уровне топов рынка, это 100%, это точно. При этом у семерки остались все плюсы, которые и раньше были у GoPro. Прочный корпус, который не рассыпается при падении. Водонепроницаемость на глубине до 10 метров безо всяких боксов и защит. Голосовое управление, поддерживающее 13 команд на русском. И удобное управление на 2-дюймовом сенсорном экране. Также есть широкий набор режимов видео, куда входит Full HD с частотой 60, 120 и 240 кадров в секунду. 2,7К с частотой 60 и 120 FPS. И, наконец, 4К, где есть 30 кадров в секунду и 60. В последнем случае работает только стандартная стабилизация. Еще GoPro заверяет, что они поработали над звуком. Камера в первую очередь трудится над тем, чтобы подавить шум ветра, вибрацию и прочие звуки, которые возникают во время динамической съемки. С этим семерка справляется очень хорошо, без всяких дополнительных ветрозащит и прочих приспособ. Сейчас покажу. Собственно, вот как-то так это все и выглядит. Как вы слышите, голос, конечно же, не кристально чистый, немножко глуховат, но тут уж сказывается активный шумодав. Но, учитывая условия использования, то, что я снимаю это на GoPro-шку, и, собственно, меня качество звука устраивает. К тому же сейчас я иду по ступенечкам, чтобы еще раз показать вам крутую стабилизацию. И, разумеется, сейчас мы выйдем на улицу, чтобы была смена освещения, потому что это важно. Важно, чтобы я померз, потому что на улице холодно. Но мне это не мешает. Ах, красота, дождь в лицо, запах зимы и все такое. Собственно, вот
Вот. Мы, конечно же, обязательно сделаем, снимем пример ночью, чтобы показать качество ночной съемки. Но это уже буду не я, это будет Дима. Потому что, а что это он, понимаешь, без меня на гироборде катается, пускай без меня и ночью снимает примеры видео. Как там эти блогеры переходы делают? Да. Бам-бам. Чудо монтажа. Привет, это Дима. Сейчас я покажу, как Hero 7 Black снимают ночью. Изучая примеры видео, не забывайте, что YouTube давит качество. Для тех, кто хочет посмотреть видео в оригинале без кодирования, мы оставим ссылочку, где выложим несколько исходников, снятых в 4К 30 FPS со включенной стабилизацией HyperSmooth. Качайте, оценивайте. Итак, давайте делать выводы. Сильно ли GoPro Hero 7 отличается от 6-й версии? Как она смотрится на фоне старых конкурентов и кому лучше подойдет? На первый вопрос отвечу сразу. Внешне и технически она ничем не отличается от Hero 6 Black. У нее почти такой же корпус и то же самое железо, в частности процессор GP1. Зато по части съемки видео, самому главному аспекту, она стала сильно лучше за счет крутой стабилизации, это факт. Плюс у нее появилась парочка новых режимов. Она лучше фотографирует и умеет снимать плавные гиперлапсы. Стоит ли это того, чтобы обновляться с Hero 6? Ну тут уж пускай каждый решает сам, исходя из своих возможностей. Но если вы решили впервые взять себе топовую GoPro-шку, то я рекомендую однозначно сразу смотреть в сторону Hero 7. К тому же она не намного дороже шестерки. Теперь насчет конкурентов и выбора. Я знаю, сейчас многие топят за Sony, и действительно прошли те времена, когда GoPro только создала рынок и была на нем одна. Сейчас появилась масса экшн-камер, и в каких-то сценариях они действительно объективно лучше Hero 7, например, по тому же звуку. Но если мы вспомним, для чего создавались экшн-камеры, снимать спорт, активность и движение, то GoPro по совокупности характеристик для многих станет лучшим выбором. У нее хорошо защищен корпус, поэтому она с большей вероятностью переживет падения, удары и все неприятности, от которых другие камеры могут просто рассыпаться. Более того, не нужно париться за счет защиты от воды, останавливаться, прятать камеру в бокс или осторожничать. С семеркой можно нырять просто вот в таком виде, вообще без защиты. Ветер, тряска, то же самое, можно обойтись без защиты. Еще у GoPro-шки простое управление и есть 2-дюймовый сенсорный экран, это тоже очень удобно. А самое главное, у нее появилась новая стабилизация, одна из лучших на сегодняшний день. Пишите, что вы думаете о GoPro Hero 7 Black с новым стабом. Делитесь своим опытом съемки на экшн-камеры. И также, что для вас главное: живучесть, защита, аксессуары или качество видео? Свои мысли излагайте в комментариях. А у меня на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить другие наши видео. Увидимся. Пока.